Приветствую, друзья! Бренд Sandy Audio является одним из дочерних подразделений всем вам хорошо известной компании Sivga, имя которой уже несколько лет буквально не сходит с языков у ценителей качественных полноразмерных наушников. Причем делают их не из дешевого пластика, как сами знаете кто, а из металла и ценных пород дерева. Сегодня я предлагаю познакомиться с их флагманской моделью под названием Apollo. Да, она уже далеко не новая, но это всеми любимые открытые наушники со сменным кабелем и 68-миллиметровым планарным излучателем. То есть именно то, что вам нравится. О них и говорим. Поехали! Поставляется модель в коробке из переработанного картона со схематичным изображением самих наушников и списком их технических характеристик. Откуда мы узнаем, что внутри стоят планарные излучатели с чувствительностью в 95 дБ и импедансом, равным 16 Ом. По весу это около 400 грамм, что заметно меньше, чем у Monroe Para и Takstar HF580, причем это реально чувствуется. В комплект нам положили большой плотный бокс для наушников, небольшой мешочек для кабеля и переходник с балансного штекера 4,4 мм на обычный джек 3,5 мм. Причем все выполнено из того же материала, что и основной кабель, который здесь просто шикарен. Он витой, гибкий, сразу на балансный джек с двумя коннекторами по 2,5 мм и сопротивлением на каждый из жил всего по 0,3 Ома. Всем бы такие кабели. Сами наушники тоже сделаны в уровень. Металлическое оголовье с такими же шарнирами, мягкий фиксатор для головы, натуральное дерево в чашечках и амбушюры, придающие им форму рупора. При этом места внутри достаточно, комфортный прижим к голове, да и уши с ними совсем не потеют. Жаль только нет их матерчатого варианта. Зато снаружи идет перфорированная пластина с эдаким эзотерическим узором. Ну и, как обычно, открытая конструкция подразумевает, что вам будет слышно все происходящее вокруг, а окружающим вас людям придется слушать вашу музыку. Но ничего нигде не скрипит, не стучит и не болтается, то есть сборка на отлично. Степеней свободы у чашечек 2, причем все примерно по 45 градусов. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас быстрый, как в игровых решениях, импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,19%, что, как для полноразмеров, просто феноменально. Фаза ведет себя естественно, а с затуханиями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем спад на 10 дБ на низких частотах, затем до 3 кГц включительно идет относительно ровная прямая с отклонениями плюс-минус 3 дБ, после чего имеем яму, резкий всплеск на 5,6 кГц и акцент на 7,5 кГц, назначение которого мы с вами знаем. Ну а далее тоже относительно ровный график, уходящий до самых границ человеческого слуха. На фоне бюджетных Takstar HF580 Apollo мне показались даже ровнее и протяженнее на верхах. Однако пик на 5,6 кГц я лично не знаю, как интерпретировать. А вот против Monroe Para уже есть вопросы. Саббас нам зачем-то притопили, а там, где должен быть подъем на выразительности, у нас наоборот яма. Неплохо, но объяснить такой тюнинг мне, например, не под силу.
Данная модель, как вы знаете, позиционируется в среднем ценовом сегменте, о чем можно догадаться хотя бы по использованным в ней премиального класса материалам. Но при этом я, к сожалению, так и не нашел амбушюр из чего-то, кроме кожзаменителя. Последний, к сожалению, склонен давать паразитные низкочастотные отражения, которые, как мы знаем, смазывают бас и почти всю нижнюю середину. Кроме того, Apollo очевидно глухие, то есть притемненные, с немного гулким таким звучанием, что также их не красит. На этом список минусов у героев обзора, на мой взгляд, заканчивается. Все остальное, как говорится, только лишь достоинства. Они, в принципе, яркие, сочные, выразительные, в меру подробные, довольно естественные и просто сверхмелодичные. Я бы даже сказал, певучие. С теплым таким музыкальным характером и тем самым любимым многими вовлечением в материал. Слушать Apollo реально одно удовольствие. Если, конечно, закрыть глаза на имеющийся в них постоянный гул из быстрых отражений. Бас здесь, конечно, не особо глубокий, скорее поджарый, но теплый, приятный и неплохо читающийся. В серединке достаточно воздуха, четкости и динамики, да и верха, прямо скажем, вполне достойные, протяженные и насыщенные. Портит же все только небольшой туман из запоздалых звуков. А так тут шикарная динамика, весомость, тембральный объем, отличное построение сцены, причем как в ширину, так и в глубину. Нет свойственного планарам синтетического призвука и того ощущения, словно у нас эдакая проекция на плоскость. То есть все просто превосходно. Скажу больше, звучание у героев обзора наполненное, по-аналоговому объемное и очень живое. То есть да, я в абсолютном восторге, если бы не одно «но». Все время это вездесущее «но», от которого тут никак не уйти. Я пытался привыкнуть к этому гулу, местами даже это получалось, но лишь на очень короткий срок. После чего внимание цеплялось за эти самые отражения, и все приходилось начинать по-новому. По стилистике они, на мой взгляд, более-менее универсальны, какого-то особого усиления не требуют. Я бы для них также рекомендовал примерно полватта мощности. Шикарно выглядят, удобно сидят, да и вообще они просто кладезь самых разных достоинств. Но если вы любите чистое, техничное или нейтральное звучание, это точно не про Apollo. В них классно слушать всякое оркестровое, не сильно перегруженное джазовое, старый добрый рок или что-то, например, вокальное. Главное, чтобы не сверхбыстрое и не очень агрессивное. Естественно, более дешевый Takstar HF580 им совсем не ровня. Тут даже говорить не о чем. Moondrop пара как раз про четкость, скорость и нейтральность. То есть они не такие сочные и мелодичные, как герои обзора, но и совершенно без мути. Сив Галуан тоже звучат чище, отчетливее, с лучшей артикуляцией, но без той магии и магнетизма, что мы наблюдаем в Apollo. Еще раз, модель, на мой взгляд, великолепная, но гулкая. Имейте это в виду. Итогом полноразмерные открытые наушники Sandy Audio Apollo дорого выглядят, удобно сидят, комплект, считай, премиального качества, все шарниры из металла и, как мы любим, балансный штекер сразу из комплекта. То есть производитель понимает, что нужно и куда это будут подключать. По звучанию же это просто аналоговое удовольствие с сочностью, теплотой, практически живыми объемными образами и правильно построенной виртуальной сценой. Если бы не небольшая муть, она же гул, к которому я так и не смог привыкнуть, это были бы чуть ли не планары мечты. Других недостатков у данной модели попросту нет, но этот единственный, лично на мой субъективный
субъективный вкус весьма существенен. Ну и в качестве придирки могу отметить, что вокал тут не выдвигается, а скорее наоборот, чуть утоплен в глубину сцены. Но это прямо наилегчайший нюанс. Уверен, мало кто из вас его заметит. В остальном же это просто превосходные наушники, добавить тут нечего. А на этом у меня все. Это были Sandy Audio Apollo. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!